Аниме — это одна из уникальных вещей, которая смогла сделать восточную и западную культуру более близкими и понятными друг другу. Она подарила надежду и наполнила жизнь смыслом для тех, кто ранее не мог ее найти. Фанаты аниме сделали его номер один в своих сердцах и выражают свою страсть различными способами. От косплея и коллекционирования товаров до посещения аниме-фестивалей и создания фанартов. Аниме стало настоящим культурным феноменом, связывая людей по всему миру. На канале уже есть видео, где рассказывают влияние аниме на западную культуру. Одна из тем, которые аниме исследуют довольно глубоко и многогранно, является феномен хикикамори. Хикикамори — это люди, которые сознательно изолируют себя от общества и предпочитают оставаться дома. Я, кстати, тоже предпочитаю. Часто погружаются в виртуальные миры или свои увлечения. Это не просто стиль жизни, а серьезная социальная проблема, особенно в Японии, где миллионы людей страдают от этой формы социальной изоляции. Если ты уже заварил чай, то теперь давай погрузимся в 10 необычных аниме про хикикамори. Начнем с «Добро пожаловать в NHK». Это аниме рассказывает о жизни Самото Тацухиро, 22-летний хикикамори, который убежден, что за его состоянием стоит тайное общество NHK. Сюжет развивается, когда он встречает девушку по имени Мисаки, которая решает помочь ему справиться с его проблемами. Через эту историю аниме исследует глубокие личные темы, такие как депрессия, социальная изоляция и попытки изменить свою жизнь. Сато, сталкиваясь с многочисленными трудностями и заблуждениями, пытается найти путь к нормальной жизни, и это делает сюжет очень реалистичным и многогранным. Аниме демонстрирует, как важна поддержка и понимание со стороны окружающих, а также показывает, как трудно может быть выбраться из состояния хикикамори без помощи. Касса 4,5 татами — это поистине уникальное аниме. Главный герой живет в замкнутой жизни и постоянно прокручивает варианты своей студенческой жизни. Каждая серия показывает разные реальности, где главный герой пытается изменить свою судьбу и найти смысл в жизни. Он сталкивается с одиночеством и самопознанием. Это путешествие оказывает одновременно и комическим, и трагическим. Сюжет заставляет нас задумываться о том, как наш выбор и действия могут кардинально изменить нашу жизнь. Это аниме показывает, что даже самые незначительные решения могут иметь огромные последствия и подчеркивает важность поиска собственного пути и смысл жизни. Далее у нас нет игры, нет жизни. Сора и Широ, брат и сестра, которые являются гениальными геймерами и ведут жизнь хикикамори. Их жизнь меняет, когда они переносятся в параллельный мир, где все решают играми. Этот мир становится для них идеальным местом, где они могут применить свои навыки и знания. Аниме исследует их взаимодействие с этим миром и попытки найти место, где они будут себя чувствовать комфортно. Оно показывает, как игры и виртуальный мир могут стать средством взаимодействия с окружающим миром и средством самовыражения. Это яркие динамические истории, которые подчеркивают важность поиска места, где мы можем быть самим собой и чувствовать себя комфортно. И печально, что не будет продолжения. Восточный Эдем рассказывает историю о Камисаки, студентке, путешествующей по Америке, которая встречает парня с амнезией и телефоном, исполняющей желания. Хотя главный герой не является хикикамори, аниме исследует тему социальной изоляции и ответственности через его взаимодействие с окружением. Это телефон, который может исполнять любые желания, становится символом власти и ответственности. Аниме поднимает важный вопрос о том, как мы используем возможности, предоставленные нам, и как это может повлиять на нашу жизнь и общество в целом. Это захватывающая история, которая показывает, как технологии могут влиять на наше восприятие реальности и наше отношение к другим людям. Повторная жизнь повествует о 27-летнем Араке Кайзаки, который безработен и живет как хикикамори. Ему предстоит принять участие в эксперименте, который возвращает его в школьные годы. Эта возможность становится для него шансом начать все заново и исправить ошибки прошлого. Аниме показывает, как он справляется с новым шансом и пытается изменить свою жизнь. Это трогательная история о втором шансе и возможности исправить свои ошибки. Она показывает, что никогда не поздно изменить свою жизнь и что даже самые сложные проблемы можно преодолеть, если у тебя есть возможность начать все заново. Эксперименты Лейна. Это глубокий философское аниме, рассказывает о Лейне Ивакуре, 14-летней школьнице, ведущей замкнутую жизнь, пока не начинает исследовать внутренний мир Вайред. Аниме исследует темы идентичности, реальности и социальной изоляции через призму технологий. Лейн постепенно начинает осознавать, что границы между реальным и виртуальным миром начинаются стираться, и это приводит к многочисленным философским вопросам о том, что значит быть человеком. Это аниме заставляет задуматься о нашем месте в цифровом мире и о том, как технологии влияют на нашу идентичность и наше восприятие реальности.
Мартовский лев рассказывает о Рэй Кираяма, молодом игроке в Сёге, который живет в изоляции после трагичной потери семьи. Аниме покажет его путь к самопринятию и попыткам выйти из состояния хикикамори, обретая новые связи и поддержку. Рэй постепенно начинает находить смысл в радости и в жизни благодаря новым друзьям и увлечениям. Это трагичная и вдохновляющая история о восстановлении и силе человеческих отношений. Аниме показывает, как важно не терять надежду и продолжать бороться, даже когда кажется, что весь мир против тебя. Невиданный цветок рассказывает о Менме, девочке-призрак, вернувшейся, чтобы помочь своему другу Джинтану, который стал хикикамори. После ее смерти аниме исследует тему потери дружбы и возможности выйти из социальной изоляции через искренние человеческие связи. Джинтан и его друзья должны научиться прощать себя и друг друга, чтобы найти покой и двигаться дальше. Это эмоциональная история прощения и исцеления, которая показывает, как важно не замыкаться в себе и искать поддержку у близких. Дальше одно из прикольных аниме, которые рекомендую к просмотру. Я не понимаю, что говорит мой муж. Это комедийное аниме рассказывает о повседневной жизни офисной работницы Каору и ее мужа Хаджимы, который является Атаку, и ведет себя как хикикамори. Сериал состоит из коротких эпизодов и исследует забавные и милые моменты их совместной жизни, подчеркивая контраст их интересов и характеров. Аниме акцентирует внимание на любовных и семейных отношениях, показывая, как супруги находят общий язык несмотря на различия. Это легкая и веселая история, которая показывает, что любовь и понимание могут преодолеть любые барьеры. У меня выходной, пошли повеселимся. Я всю ночь был на фестивале, хочу спать. Фестиваль? Если хочешь меня поднять, то сделай что-нибудь няшное! Мяу. Сами-сан, Сасами Цукуйоми Хикамори, которая отказывается выходить из своей комнаты и зависает в интернете. Она полагается на своего брата Камимару, который заботится о ней и выполняет все ее прихоти. Однако, ее жизнь меняется, когда она обнаруживает, что обладает способностью изменять реальность. Сюжет сочетает повседневные комедийные моменты с мистическими и фантастическими элементами, исследуя тему хикикамори через необычные и фантастические ситуации. Это аниме показывает, что даже самые обычные на первый взгляд люди могут обладать невероятными способностями, и что наша реальность может быть гораздо более гибкой и изменчивой, чем мы думаем. Итак, это было 10 необычных аниме про хикикамори. Каждая из них по-своему уникальная и заставляет нас задуматься о значении социальной изоляции и поиске своего места в мире. Нет ничего плохого в том, что время от времени ограничить себя от общества и погружаться в свои увлечения. Однако, в долгосрочной перспективе это может навредить и дойти до точки невозврата. Помните, всегда надо искать баланс между личным пространством и взаимодействием с окружающим миром. Если вы или кто-то из ваших близких сталкивается с проблемой хикикамори, не бойтесь искать помощь и поддержку. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И делитесь в комментариях своими любимыми аниме. Также рекомендую посмотреть видео, как аниме влияет на западную культуру.